Ребята, всем привет! Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И если вы не смотрели последний влог из Варшавы, обязательно переходите под видео, я оставлю для вас ссылочку. Влог получился очень интересный. Ну а мы перейдем к нашей теме, и сегодня я расскажу, как выглядеть худее и стройнее с помощью одежды. Расскажу вам несколько лайфхаков. Ни разу не встречала девушки, которая довольна своей фигурой на 100%. Даже если окружающие твердят вокруг нас, что наша фигура идеальна, мы все равно найдем какой-то изъян, который нам не нравится. Поэтому о том, как скрыть небольшие недостатки с помощью некоторых приемов, сегодня об этом и пойдет речь. Если вы обладательница пышных форм, то скорее всего вам придется отказаться от пышных рюш и воланов. Такая одежда смотрится утонченно только на худых. Блузы и платья с рюшами придают визуально объем, поэтому лучше таких фасонов избегать, так как подчеркивает все ваши изъяны фигуры. То есть если у вас фигура не идеальная, лучше облегающую одежду, точнее трикотаж, не надевать. Как бы вам не хотелось уютно и тепло завернуться в какой-то шикарный свитер и попозировать с чашкой, например, на какой-то фотосессии, помните, что такая одежда очень увеличивает верх и рисует лишние килограммы даже там, где их нет. Особенно это касается девушек и женщин с большой грудью. Романтичные плессированные юбки и платья придется отложить также подальше, потому что они увеличивают бедра. Если у вас объемные бедра, лучше не надевать такую одежду. И как бы празднично не хотелось выглядеть на вечеринке, стоит помнить, что одежда, которая расшита пайетками, блестками, бисером, также добавит вам несколько лишних килограммов. Конечно, нельзя голословно утверждать, что абсолютно все принты и узоры полнят вас. Если любите цветочные узоры, то, конечно, придется отказаться от крупных узоров и крупных цветов на вашем изделии. Выбирайте какие-то маленькие, миленькие цветочки, которые не сильно будут вас полнить. При выборе цвета помните, что чем ярче цвет, тем больше он расширяет пространство. Но при правильно подобранной одежде вы сможете легко скрыть лишние килограммы и получить нужную уверенность в себе. Так что же нужно делать? Если вы хотите выглядеть худее с помощью одежды, то отдайте предпочтение монохрому. Это вовсе не значит, что вы должны носить один цвет. Это подразумевает под собой как разные оттенки этого цвета. Например, там какой-то бежевый Total Look. Выбирайте максимально лаконичные фасоны с простыми линиями. Такая одежда позволит не делать акцент на ваших недостатках. Чтобы визуально казаться меньше и стройнее, выбирайте матовые оттенки. Яркие и блестящие ткани обязательно подчеркнут неровности тела. Если же вы любитель геометрических принтов, то стоит знать некоторые тонкости. Все привыкли к тому, что вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт и делает вас стройнее, но нужно помнить очень важную вещь. Это касается именно редкой вертикальной полоски. Если полоски будут частые и широкие, то вы наоборот прибавите своему телу ненужных килограммов. Еще раз повторюсь, выбирайте редкие вертикальные линии. Именно они помогут вам вытянуть силуэт. Поперечная полоска в одежде полнит или стройнит, спросите вы. Ведь столько разговоров ведется на эту тему. Здесь тоже не все так просто, как может показаться нам на первый взгляд. Итак, как же выглядеть худой с помощью горизонтальной полоски в одежде? Выбирайте частые поперечные линии, они вас вытянут, так как редкие будут полнить.
Как бы вам не хотелось приобрести одежду на размер меньше, этого не стоит делать. Пытаясь втиснуться в такую одежду, вы только еще больше привлечете внимание к себе. Это же и относится к мешковатой одежде. Она не будет скрывать ваши лишние килограммы, а наоборот прибавит парочку. Поэтому в следующий раз, когда пойдете в магазин и решите себе купить какую-то одежду оверсайз, на несколько размеров не берите, максимум на 1 размер больше. Откажитесь от идеи замаскировать ваш недостаток, например, с помощью узора, банта или даже какой-то ленты. Ваша главная задача не привлечь внимание к вашим проблемным зонам, а наоборот. Если у вас фигура груша, вам ни в коем случае нельзя выделять нижнюю часть туловища. Ваша задача это сделать акцент на верхней части, это то, что вам нужно. Если же у вас фигура прямоугольник, то лучше не делать акцент на талии, а лучше сделать акцент на ваших ножках. Обладательницам фигуры яблока также не стоит носить сильно облегающую одежду. Лучше же сделать акцент на ногах или плечах. Лучше всего подойдет одежда с V-образным вырезом. Треугольникам очень противопоказано утяжелять верх. Их задача обозначить низ. Это можно сделать с помощью узоров или ярких цветов. Это платье идеально скрывает недостатки и подходит под все случаи жизни. Идеально дополнит любой образ и скроет недостатки. Этот же предмет гардероба поможет вам казаться худее на фотографиях. Брюки со стрелками, они вытягивают силуэт и делают вас выше. В идеале это могут быть лодочки. Такая обувь не только делает вас выше, но еще и создает иллюзию длинных ног. Ремень не только подчеркивает талию, но и помогает посадить одежду по фигуре, создавая ощущение, что вещи были пошиты именно на вас. Если хотите, чтобы ремень делал вас стройнее, выбирайте не узкие ремешки, а средне-широкие, в темных оттенках. Джинсы-клешни выходят из моды уже давно, и это станет очень хорошей новостью не только для тех, кто устал от узких скини, но еще и для тех, кто хочет казаться выше и стройнее в своих джинсах. Широкие внизу и обтягивающие сверху создают иллюзию идеальной фигуры. Длинные цепочки с кулончиками действуют по той же схеме, что и V-образные вырезы. Они зрительно вытягивают вашу фигуру и заставляют взгляд тянуть по ней вертикально, что и создает волшебную иллюзию стройности. Выбирая домашнюю одежду, тоже можно придерживаться таких принципов. Например, не стоит носить огромные халаты. Вместо этого замените его на платье какой-то спокойных оттенков с запахом. Давайте более подробно остановимся на цветах. И я вам хочу сразу сказать, что конкретного ответа на этот вопрос просто нету. Давайте теперь разберемся, почему это так. Чтобы скрыть лишние килограммы, большинство людей предпочитают черный цвет. С одной стороны все верно, но вместе с тем следует помнить, что далеко не каждый черный делает вас стройнее. Например, черный блестящий будет иметь такой же самый эффект, как и белый. Вот почему черное блестящее платье с пайетками или с бисером добавит вам просто лишних килограммов. Поэтому здесь на цвет не нужно обращать внимание. И в таком случае я вас немножечко удивлю, идеальный цвет это серый. Этот цвет идеально скрывает недостатки фигуры, выглядит не скучно и не монотонно. Правда, носить серый цвет лучше в дневное время дня, так как вечером он будет полнить. Между теплой и холодной гаммой лучше выбирать холодную. Как же правильно, например, выбирать цвет джинсов? Здесь все просто. Несомненно, лучше отдать предпочтение классическим темным цветам, такие как темно-синий, темно-серый, даже черный. С осторожностью нужно носить светлые джинсы, а особенно светлые джинсы с какими-то потертостями, особенно спереди. Если же у вас широкий низ, то лучше от такого отказаться.
И это же правило нужно помнить при выборе колготок. Черные, темно-синие, темно-серые колготки стройнят, а вот блестящие и белые очень сильно полнят. Поэтому при выборе колготок тоже обращайте внимание. Мы с вами обговорили и обсудили все лайфхаки, которые я знаю по поводу одежды. И сейчас хочу еще поделиться по поводу стрижки, чтобы лицо ваше казалось худее. Если же вы любительница челки, обращайте внимание на длинную челку. Она позволит визуально удлинить овал лица, подойдет как ровная челка, так же и косая. Еще один хороший способ сделать лицо стройным. Эта прическа идеально подходит обладательницам круглых лиц. Кстати, высокий пучок хорошо сочетается с длинной челкой. Если же вам не нравится пучок, обратите внимание на конский хвост, он тоже отлично вытягивает лицо. Прикорневой объем – хороший вариант сделать лицо уже. Не могу сказать и о цвете кожи. Конечно же, нас стройнит какой-то темный красивый летний загар или же автозагар. Но этим не стоит увлекаться. Также ваше лицо будет казаться меньше, если брови будут широкие, как сейчас в моде. Но в крайности тоже впадать не нужно. Ребята, всем спасибо за просмотр. Я очень рада, что вы досмотрели до конца. Обязательно ставьте пальчик вверх. Я очень благодарна, что вы со мной, вы на моем канале. И хотела бы спросить, будет ли вам интересна такая тема, как выглядеть худее и стройнее на фото и на видео. Если да, пишите в комментариях. Я обязательно для вас сниму такое видео. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Желаю вам хорошего дня или вечера. С вами была ваша Аня. Всем пока.